Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Да, у нас есть алкоголь. Да мы вот... Работаем не покладая рук. Боялись, что ебанет. Ну, в общем, хуярились как собаки. И ебануло. Как дом 2. Во. Всем привет, друзья! Что вокруг меня происходит сейчас пока непонятно, но я объясню. Я собираюсь исполнить мечту, наверное, каждого из вас. Я планирую провести 4 дня в замкнутом пространстве, в доме полном дотеров, стримеров, с которыми я буду вместе играть, вместе готовить, вместе что-то еще делать, не то, о чем вы подумали. Короче, посмотрим, что со мной станет за эти 4 дня. Пока я выгляжу хорошо, но это только пока. Марпл врывается в стримхату Дреда. Я уже вливаюсь в новый коллектив. Марпл. Я же тебе говорил, что она будет. Вот. Сразу, чё за тёлка на заднем фоне? Блять. Меня зовут Митяй, и я продюсирую приколы. И один из приколов, который я продюсирую, это стримхата Дреда. Подумали, а почему бы нет сделать свою, так сказать, с преферансом и дамами. Да, даму нашли, осталось только картишки завести, и все будет. Папич или бунт? Ребят, бунтуйте сколько хотите, но ближайшие дни у нас гости на стримхате. Все? Я на стримхату заехала. Караоке — это грязная штука. Вот. Не надо, поэтому обойдемся без него. Я приехал позже немного, увидел, что работа идет полным ходом, техники настраивают технику, менеджеры менеджерят, соответственно, организаторы организируют, все на своих местах, все хорошо, все делается. Вот, поэтому моя задача была маленькая, это покурить кальян, посидеть, посмотреть, как все происходит. Ну и потом сейчас всякие прогоны, саундчеки идут. Открой одно блюдо, которое будет. Так, хорошо. Мы будем готовить бурятскую кухню, конечно же. Я приехала со своей кастрюлей сюда. Завтра мы поедем на рынок. Вот, человек, который поедет на рынок. Да, всем привет, меня зовут Артем. Я, честно сказать, уникальный человек на этом проекте, потому что я вот, ни разу не играл в доту, и я вообще не очень хорошо играю, вот, во все. Но я умею докапываться до людей, вот. Если нужно, чтобы завтра с утра стояли все компьютеры, вот, и работали, я сделаю так, чтобы все это было. Митяй скажет, что нет, Митяй скажет, что я вообще урод, что я не работаю, и вы ему не верьте, хорошо? Потому что я как бы... Если надо, что там, человечек подъедет. Покажи. Мне кажется, это бухая муха. Покажи муху. Да фу, блин, ребят. Да, у нас есть алкоголь. Несколько бутылочек Короны, 144, кальянчик и кальянчик. Кальянчиков у нас 2, кальянчик 1. Вот. Работает, наверное, больше всех на стримхате, соответственно, у него ненормированный график. Вот. Но если надо, Макс сделает, конечно, кальян, да. А расскажите, пожалуйста, подробнее. О боже. Митя! Вы же просили звук пофиксить, я починила. Митя, расскажи, пожалуйста, как приобрести эту божественно стильную футболку? Если вы хотите купить футболку от Андрея Дреда Голубева, то, пожалуйста, заходите в группу его стримов ВКонтакте. На этой стримхате у нас будет целых 6 человек в кадре. Как мы определились, совершенно недавно. Это и Дред, это и Смайл, это и НС, небезызвестная, это и Миссис Марпл, от чего нам вдвойне приятно, это еще Санта и Бабочка. Это стак ребят, которые знают друг друга, которые хорошо общаются, и также мы надеемся, что за счет этого создастся хорошая атмосфера. Из тех, кого нету на стримхате, я звал Нексуса,
Кекса, Хвоста, Соло, Артстайла. Нунчику тоже писал Готханту. Звали еще Марию Стейпи. Привет всем тем людям, которых я вот позвал, сейчас перечислил, которых еще нету и, возможно, и не будет, кто его знает. Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Я почешусь. Сейчас мы только заселяемся, сегодня технический день, завтра будет кукинг-стрим. А сейчас пока вот такая бомж-вечеринка, в общем. Рыбалка, в принципе, Я уже пообещала Андрюхе, что я испорчу ему тут всю дисциплину, я сломаю тут вообще режим, но он обрадовался почему-то. Непонятно почему. Ну, стоп, Марпл умеет готовить. Изначально мы об этом договаривались, что просто будет взрыв в кухне. Соответственно, как Юла, она будет крутиться и делать все за всех, готовить бузы. Ну, сегодня, конечно, да, это не было собственноручно приготовленное... Это такое слово, блядь, это вообще есть, в принципе? Ну, сегодня, да, это, конечно, не было какое-то изысканное авторское блюдо. Она просто привезла нам хавки из супермаркета. Но надеемся, что в будущем порадует нас. Вероятнее всего, здесь вот будет мое основное место действия. Я буду просто сидеть в телефончике, фоткаться в инстаграмчик и просто смотреть, что они делают. Я не хочу участвовать в играх, но придется. Представьтесь, пожалуйста. Коля. Даня. Что вы успели сделать, пока они страдали фигней? Вот это все. Вот это все. Да. Вот эти прекрасные люди сделали монтаж всего этого гигантского сетапа, выставили тут кучу света, кучу аппаратуры. Работаем, не покладая рук. Завтра с утра на кукинг-стриме мы будем там вот в кухне готовить. Они будут что-то готовить, а я буду это все снимать, у меня будут течь слюнки. Вот. А чатик будет взрываться, покормите оператора. О, тебе очень идет, Андрюш. Ну так видно вообще все хорошо. А так мы с тобой как будто с Комик-Кона просто. Это косплей? Да, это стримхата дреды, вот так должен выглядеть анонс. Это стримхата дреды, и они пустили сюда бабу. И все испортили. Я не ожидала, что даже в 3 часа ночи они будут продолжать это делать. Стрима еще официального даже нет, но они играют в доту. Меня к такому жизнь не готовила. Работаем, не покладая рук. Заходи. Короче, заходи, да. Вы когда-нибудь объясняли человеку дорогу, который говорит: я еду, здесь лес и синий дом. И вы тут тоже в первый раз, ну и хрен пойми, в смысле, где он? Я даже не знаю, где я, блядь. Как объяснить, куда ему ехать? Ебать, сосраться, блядь. На самом деле есть проблемы со звуком, с видеокартинкой, с набором стримеров и с контентом. Так проблем больше нет. Вот. Вот и наступил первый день нашей телестройки. Ребята всю ночь играли в доту, плохо спали и поэтому очень плохо выглядят. Но это не важно, ведь совсем скоро мы запустим стрим. А пока к важным новостям. Вы знали, что здесь растет малина на кустах? Прям капец. Вот она. Ну, собственно, все важные новости к этому часу. Маша херни не научит. В нашем доме зарядка. Не для всех, правда? Я предложила парням размяться немножко, потому что им весь день сидеть. Я за себя и за Андрея разминаюсь. За себя и за Сашку! Андрей, если ты делаешь зарядку, ты умрешь, да? Да. Наоборот. Не, я сам это начал делать. Ты понимаешь, это коллективное, бессознательное. Мало кто знает, но кальян на стримхате раздувается с утра, чтобы Андрюшенька мог проснуться, взбодриться, почувствовать легкость этого дня. Обратите. Я просто сегодня не выспался очень сильно. Не знаю, как не получилось. Возможно... Ну, короче, проблемы со сном. Нормальная штука. И я понял, что если сегодня с утра не покурю кальян, полностью не расслаблюсь, ничего не получится. Ну, скорее всего, так ничего не получится. Сегодня будет вялый день, обещаю. Да, я проснулся. Смотрю, прыщ там здоровенный. Думаю, ну кто-то такой, собственно. И вот его выдавил. Сейчас у меня такая вот башня появилась. Да, но я думаю, ты же заговоришь его, собственно говоря. 2, 1. Здравствуйте, дорогие друзья.
можно смело сказать, что стримхата началась. Давай, дело в том, многие, может быть, не знают, но мы с Сашей очень давно играли в одних и тех же командах. Очень начинали. давно. Да. В голове у меня играет Эммануэль, если что. Дуэль? Да. Всем привет, это Саша Санта. Я заскочил к Дреду на стримхату, на пару денечков потусить. Вот, здесь классно, огромный особняк, все красиво. Я смотрел стримхату Факера, и там дело обстояло несколько по-другому. Играл один человек, остальные веселились. Но нет, тут именно буткемп, только с камерами, короче. 5 компов в ряд стоят, везде камеры, и мы будем играть в всякие штуки, и это все будет снимать. Значит, что мы сейчас делаем? В то время как Андрей Дред Голубев запустил уже стрим, мы, как приличные люди, занимаемся дровишками. А для чего, Сергей, мы ими занимаемся? Для великолепного плова. Да. Пловчик все будем делать. Андрюха будет делать, а мы будем контролировать. Настоящая русская или не очень русская женщина Давай. должна уметь делать все. Поставлю. Дров там нарубить. Да ты зря ставишь, я вряд ли вообще попаду по ней. Пальцы убирай. И чё, поставил, типа, Давай и пошел? поставлю. Давай поставлю. Какой-нибудь такой. Давай, руби. Ну, сильнее. Во, давай. А вот, хорош. Четко. Есть человек, который меня очень сильно, ну нет, не прям сильно, но меня подбешивает и раздражает, да, уже появилось. Это Смайл. Он чувствует себя в 30 лет лучше, чем я. Меня это очень сильно бесит. Не голодай, Машка, не голодай. Накормлю всех. Как давно, Сереженька, ты готовишь плов в этой жизни? Пловчик я готовлю уже, не знаю, лет 5 точно. Блин, конечно, я вижу дотеров, которые умеют готовить поразительно. Кто научил тебя? Самоучка. Этот рецепт передавался поколению? Не, да это на даче с ребятами просто что-то начали. Делать нечего было, купили казан и начали все потом подряд делать. Понеслось. Понеслось. Хорошо. А какие еще блюда заявлены в меню стримхаты, помимо твоего плова и моих блюд? Бешбармак, колбаски. Непонятный омлет. Шашлык-машлык. Я стою, рулончик разматываю, подкидываю в костер, огонь вроде как горит, экшен вроде есть. А, то есть мы что-то по ходу дела сообразим, а ты заранее вот так вот. Слава богу, у нас есть там готовый плов, все дела. Нет, он-то, ну, бумага-то горит, это понятно. Он там что-то еще происходит с деревяшечкой. Ну, рано или поздно все случится. Рано или поздно. Он не справляется. Давай, Андрюх. Не, в смысле не справляется. У меня все четко. всё Слышь, ты нормально. что ябничаешь? Стоит такой, значит, молчит. Здрасте. Пока ты справляешься? Ну покажи, что у тебя Вот, ну, в смысле, смотри, там какая чернота. Вижу. Очень А? много дыма и Ну и огня. что, у тебя горит одна бумажка. Ну она, зато она горит, а не тухнет. Что Нет. Меня, наверное, многие здесь не ждали. Да и вообще многие меня видят, думаю, в первый раз, но зовут меня Денис, мой никнейм Butterfly, и на этой стримхате я буду тоже с вами. Возможно, кто-то не особо рад меня здесь видеть, но примите свою судьбу. Какие у меня ожидания от стримхаты, да? Да не знаю, думаю, пошпилим и домой поеду через 4 дня. Все. Они просто глупцы. Блин, но это не очень удобно. Я в свое время очень любил малинку собирать. Наш улов сегодняшний. Пока они там костер развести не Нет, могут, мы там уже все варенье собрали. Вообще у меня был план, что я приеду сегодня часов в 10 утра и сразу пойду за грибами. Но так как я лег часов где-то в 5 утра, сложно было попасть в 10 утра на хату. Я проснулся просто где-то в час и поехал сразу. Я даже в душе не был. Ну, как бы картинка вонь не передает, а перед вами, конечно, всеми остальными я извиняюсь. Короче, всеобщая теория заговора. Говорят, что Смайла позвали для того, чтобы он готовил на всех хавку, и сказали ему, что это кукинг-стрим, а меня позвали, чтобы я просто тут мыла столы, посуду, за всеми все там, тарелочки уносила на место. И сказали просто там: Маша, наш друг, приходи, будет весело. Вот, поэтому ребята играют в Fortnite, а мы с Сереженькой наяриваем плов и мытье стола.
О, нормально, нормально. Лисички, сыроежки, белые, подосиновики, подберезовики. Ну, опять за ними сейчас не сезон, они там в районе августа-сентября. Сыроежки кто-то сырыми будет есть? Нет. Ну они же сыроежки. Их можно есть. Их можно, правда, есть сырыми. Нам можно посолить немножко. Я как бы уже давно хочу, лет 5. Я ищу возможность где-нибудь сходить за грибами. Я все время думаю, может быть, каким-нибудь друзьям поехать за город или еще куда-нибудь, или в поход пойти, но никогда ничего не получается. Да, я сапоги взял такую курточку, потом покажу, наверное, завтра, ну, если пойдем, вот как раз-таки от комаров, пойдем, покажу вам места. Ну ты и боженька, конечно. Пусть не приходят. Значит, стримхат от Дреда, день первый. Ем плов, а дядя Сережа. Плов божественен, мяско божественно, полет нормальный. Мне кажется, я могу здесь прожить и дольше, чем 4 дня. Главное, чтобы вовремя завозили мясо и дровишки для дяди Сережи. Я теперь понимаю, почему Серега не женат. Зачем? Да. Бля, как горячо. Я тоже язык уже 2 раза обжег. Ну, типа, это срезка была, понял? Ну, давай вот это вот оставим тогда. Типа, когда я говорю, вот это срезка, понял? И оставим, когда я говорю, ну, вот это срезка, понял? Ну, вот это срезка, понял? Ну, и там дальше продолжение бесконечное. Как ты понял, понял? Блин, вот это вот ощущение, когда ты не понимаешь, тебе горячо или вкусно, как бы ты продолжаешь накидывать в рот горячий плов. Вот сделай как я, сядь вот так вот нормально. Положи себе плов. Если нет плова, то хотя бы бутерброд. Если доширак можешь себе. Сядь вот так вот. Воды можно просто налить. Чай возьми или вот кока-колу. Мы рекламируем колу здесь? Или просто чай. Ну, а если ничего нет, просто воздухом подышать можно. И смотри стрим. Ну, я плохой шутник. Я как как Петросян. Кстати, смотрел Петросяна, он не так-то плохо казался, если что. Петросян молодец, Петросян мужик. Давай 5, Петросян, давай. Спать хочу. Меня плавит. Ну, я, в общем-то, говорил, что сегодня будет такой плавленый день. Он является для меня плавленным днем. Особенно после плова. Сейчас прям вот. Пловленный. Вот. И поспать реально час, 2, 10. Давай сохранять теорию того, что я к тебе подкатываю. Давай. И подпитывать людей, которые пишут фанфики. Кто-то Я пишет буду фанфики. дальше звуки. О, да. Да. О. Тебе нравится? Да, продолжай. Хорошо. И это все снимает мой муж. Да. 5 часов вечера, сейчас как раз к вечеру, наверное, будут какие-то активизации в плане там игр и так далее. Вот, а сейчас поели, пловчик сделали. А на стримхате очень много динамики, очень много экспрессии, происходит куча всего интересного. Я слышу голоса регулярно. Вот. Но на самом деле, несмотря на плотный график стримхаты, они все равно продолжают сидеть с кальяном и ни хера не делать. Контент. Все наши светские беседы сводятся в пухлишку. Типа... Вот. Но в целом все хорошо. Пойдемте я покажу вам. Я собрала уже половину пазла. Я имею в виду, что Хванчкаракин, Змараули, все это. Значит, в чем суть? В этом пазле зашифровано послание, которое мы еще не собрали. Мы не собираем его специально, потому что пытаемся растянуть удовольствие. Вот это вот мы с Сереженькой психанули и уже все собрали. Как вы можете заметить, это Машечка в окружении мастодонтов. Потому что нельзя 2 существа менять товарища. А здесь честно киберспорт. Андрей, что ты будешь делать? Надеюсь, я знаю спать. почему. Потому что вот эти вот, короче, вещества, Было которые круто. вырабатывает лук, они типа обезвреживаются холодной водой. Я не уверен. Убиваются. Возможно, и так. Блять, как же я хочу спать. Вы слышали когда-нибудь про Андрея Голубева? Я сам не видел, сам не знаю, но говорят, что вот он иногда, когда не спит, а не спит, по слухам, он 1 час в день, он приходит и делает сумасшедший контент. Он такой: так, стримхата Дреда, значит, я отдыхаю, а вы работаете. Поспал часик, вернулся, ну как сказать, свеженький, менее помятый, и, значит, продолжил, ворвался. А мы, значит, простые работяги, пахали и продолжаем. Я заметно подустал. Его просто полдня нет, вместо него сидит там сам Митя. Хуже, чем сегодня, я уже не буду. То есть я буду в общем, расти с каждым разом. Это здорово.
Короче, ребята мне говорили, что они знают топовейшие способы, как, значит, резать лук и не плакать. Ну вот сейчас посмотрим, кто из вас Лев Толстой. Сейчас проверим. Я не пущу ни единой слезы. Рано или поздно слезы закончатся и станет легче. Оператор тоже плачет, кстати. То есть это настоящая Всё. бита, ее используем как скалку, да? Это настоящая бита, дайте мне ложку. А я думал, это скалка просто в виде биты. Дайте мне ложку! Дайте ложку. Сейчас. Будет сделано, будет сделано. Я как настоящая женщина осталась отдуваться за их кукинг-стрим. И одна просто героически тут стою, готовлю. Ну ничего. Есть я буду одна. Гайс, важный вопрос. Кто из вас, уважаемые дамы и господа, отважился сделать бузу? Я пока не хочу. Я буду выживать, пока не умру. А я никогда не умру, поэтому это до конца стримхаты. Я и спать не буду. Я хочу бросить челлендж этой стримхате, челлендж себе и Бурятии. Я хочу попробовать сделать бузу. Сейчас начнется магия. Я так тоже, собственно, распизделся там, но надо еще посмотреть, как это все делается. Андрей, Так. это мы, твои бузы. Убейте нас. Ну, хороший. Нормально? Да, почти хорошо. Что, нормально? Да? Я просто не пробовала. Ой, короче. Смысл. Да? Или ты отыгрываешь просто? Кукинг-стрим работает вовсю. Мы сегодня отлично поели жирненького плова, потом Марпл, Маша наша, сделала бузы, соответственно, которые тоже все еще продолжают есть, и все новые и новые партии готовы. Я не знаю, зачем мы заказали еще еды, зачем у нас еще суп, у нас все это испортится на завтрашний день, а завтра привезут еще еды. То есть мы здесь фактически готовим, едим, и иногда феерично играем в игры. Это реально у нас получается санаторий. Ну, молодые организмы, конечно, жрут, да, что поделать. Я тоже такой. Если будет страшненько, я просто взяла и засунула ее в рот. Всю. Это, Так, это не так for нельзя. your information, Андрей. Зря ты стараешься вообще, Маша. Не уважаю. Меня зовут Маша Стайпи, я работаю на Твиче. Мы с ней достаточно неплохо общаемся, дружим. Также, в общем, компания вся эта знакома плюс-минус со всяких ивентов и так далее, в автопатии и тому подобное. Поэтому пригласили ее просто как посмотреть больше, даже не в качестве работника Твича, а в качестве гостя просто. Приехала Мария, а до этого за час золотая туфелька у Андрея появилась. Я думаю, что вот $10 это золотая туфелька, 25 будет хрустальная туфелька, и вообще сказочно будет себя чувствовать те самые подписчики, у которых она будет. Я еще могу вот так сделать. Вот. Я заметила, что Санта очень боится ос. Ты видел это дерьмо? Ну, я сразу заезжал как девочка. Я реально их боюсь. Меня осы никогда не жалили, поэтому я не знаю, есть ли у меня аллергия или нет. Они никогда меня не кусали, но, блядь, я не дам. Меня тоже никогда не Кстати, кусали. если что, это очень больно. Инесс сказала, это больно, это смертельно больно, я ему верю. Не, сладенького Сашеньку осам не видать. Нет, сэр. Замечательный бабочка. Типа, я задушил осу собственными руками. Взял и задушил. Санта очканул, но я не могу его судить, но человек боится, что поделать. Если бы не он, она бы продолжила свои покушательства, и непонятно, чем бы это закончилось. Кто бы думал, что бабочки жестче, чем осы? Сегодня, в пятницу 13-е, на стримхате мы будем вызывать темных сущностей. Сейчас будем вызывать пиковую даму, и я думаю, что вот прибзнет, я думаю, сейчас кто-то, и я вот... И я сделаю свои выводы. Дайте мне обычную зубную пасту. Принесите этому смельчаку обычную зубную пасту. Нет. Это не белая зубная паста, что ли? Это продон, так побольше надо. Допустим, это белый. Нет. Слушай, ты думаешь, гномик не может это? Там вода есть и раковина. Сходи пока помойся. Вам необходимо пойти в самый темный чулан, комнату, кладовку и так далее и закрыться там. Почему мне так очково? Боже, чулан. Я не хочу туда идти. Бля, вы что разгоняете? Мне реально страшно.
сдох уже. Наконец-то. Ладно, пошли дальше что-нибудь звать. А если мне реально пиздец настал, а? Вам все равно? Чувак, ну ты сам понимаешь, контент. А где? Здесь белое, там коричневое. Всё. Мы с этим разобрались, блядь. Сколько можно, я уже переоделась в блядскую пиковую даму. Пойдемте играть в доту, блядь. Давайте что-то поделаем полезное. Маша, Видите, я говорила, что сработает. почти закончили. Ну да, кстати, у нас получилось. Представляешь, что ты Все, ты пидор, тебе уже написали, ничего нового не будет, пойдем. Итак, на счет 3 мы вызываем злого деда. Так, что он делает? Не умереть просто? Да. Просто не сдохнуть. Ты вызвал злого деда, нужно просто не умереть. 1, 2, 3. Злой дед — это единственное, что реально можно вызвать. Это злой дед. Чего он не вызывается? Он не хочет, Маша. Злой дед, блядь! Живой! Туши, блядь! Просто крутой первый день. Друзья, я наконец-то нашла то, что искала. И это стильно, модно и молодежно. Наверняка вы знаете, как я люблю все красивое, аккуратное и сделанное с душой. Поэтому смотрите, что я вам принесла. Итак, это самый аккуратный букмекер. Запоминайте, ESBet. ESBet на моем канале сейчас не случайно. Вы же понимаете, что я делаю контент только про киберспорт. Тут то же самое. На ESBet ставки есть только на киберспорт. То есть Dota и CSGO. То есть вообще никаких мячей и игр с клюшкой. Ну и теперь по делу. Android Application скачиваем по ссылке в описании. Приложение на iPhone тоже совсем скоро подъедет, буквально к инту. И при скачивании вы получаете 100% от первого депозита. Но это очень просто, это все умеют. И это не все. Не зря я таскаюсь по миру и записываю терабайты годного контента. У меня наконец-то появился свой промокод. Я, конечно, без него могла бы хорошо жить, но он у меня теперь есть. Запоминайте. Только на ESBet в специальном окне при регистрации вы вводите промокод MARPLE, и при этом вы получаете до 200% от первого депозита, но при условии, что он не больше, чем 100 американских долларов. А теперь загибаем пальцы. Стильный, есть такое. Модный, с таким логотипом, конечно. Молодежный, ставки только на киберспорт. Конечно, молодежный. ESBet, just bet it. Да, кстати, на время инта ребята собираются разыграть парочку айфонов для любителей ставок на киберспорт. Поэтому, чтобы не провтыкать этот момент, обязательно подпишитесь на их группу ВКонтакте. Ссылка есть и здесь, и в описании. И да, вся эта чудесная информация про киберспортивного букмекера ESBet будет продублирована в описании к этому видео, чтобы вы вдруг ничего не забыли. Всем привет, это Саша Санта, и это второй день стройки и битвы за любовь. Да что ж ты так не это самое, неумело-то обращаешься? Диджей Гибан. Планы на сегодня, ну, в общем-то, такие же. Вначале кукинг-стрим, а дальше уже как пойдет. Вероятно, чередовать будем с игровым каким-то контентом. Мы хотели сегодня пойти за грибами. Да, думали идти за грибами, но, к сожалению, только, кажется, Ярослав в 10:30, по-моему, поднял этот вопрос, пойти за грибами, потому что у нас проблема главная была, что вчера мы не договорились на сегодня, соответственно, что мы встаем в какое-то время и идем за грибами. Нам сказали, что за грибами раньше, позже 6 утра никто не ходит. За грибами ходят рано утром. Как мы выяснили, оказывается, за грибами нужно идти в 6 утра, а я лег в 5. То есть, в принципе, в теории, можно было не ложиться и идти за грибами. Я не знаю, я привыкла ходить по грибы днем. Я никогда в жизни не ходила за грибами утром. И вот пойдем завтра с первыми петухами по грибы. Если мы не пойдем по грибы, я сожгу этот дом. Я бы с удовольствием сходил в лесочек. Я бы пошла прямо сейчас. Итак, Мария отправляется по грибы. Мы дадим ей лукошко и нож. Мы будем держать вас в курсе. Да. Грилем. Все руки в гриле. Все будет вкусно. Не, вообще, конечно, крепкое барбекю получается. Бургеры готовим. Кебабочки готовим. Хот-доги, в общем. Американский завтрак, чтобы мы все жирные были.
Вот Андрей перестал быть жирным, и сейчас опять станет жирным, и его откормим на стримхате. Каждый бургер идет по кругу в этом доме. Ну давай, давай. Шел второй день, я не унывала в своих попытках собрать пазл на 1000 деталей. И я, в принципе, красавчик. Я делаю успехи. Тяжело дышать, потому что мы только что сожрали слона. У нас появились новые гости. Это Владимир Миненко и Роман Кушнарев. Роман Кушнарев с новой стрижкой. Там мы вот... Я вот приехал с покраски, и мы вот думали, чем себя занять. Потому что в доту материться можно? Конечно. Заебало играть по 10 игр в день, и мы решили приехать. Короче, я лег в 6 утра, и мне ехать надо было, потому что меня рано записала. Молодец, Я тебя записала на 12. Ты меня записал сначала на 5. Нормальные люди просыпаются часа в 2. Ну да. Да, а я проснулся в 10:40, пошел помылся. Мне так хуёво было, просто пиздец. Я пока сюда ехал, чуть не уснул. Вот. Что здесь написано? Андрюха, я думаю, на самом деле побольше будет, как ник. Андрюха, что, тебе денег отдать сейчас? Да, ребят. Закидывай. А у тебя что? Как иначе? Вани нет, у него уникальное, у него реально уникальное. А, у него какое-то это, да? У него это самое. Вот, Ванина. У него гейс какой-то. А, Слава Украине типа? Спину, ну что ты снимаешь, и снимаешь. То меня Марио снимал, то ты теперь снимаешь. Ну ты же будешь в новом выпуске. Ура! Каколоха? Вообще, я думаю, медийная стримхата была бы, если бы мы на буткемпе с камерами, с микрофонами бы сидели каждый день. Там бы был бы эпичный контент. Я вас всех ебал один хуй, однако не слушаю. Спасибо большое, мы тебя тоже ебали. В определенные моменты народ подхватывает какие-то шутки, начинает донатить, рофлить, и прям очень хорошо заходит в эфире. Хуй на, блядь. Есть вино, но нет штопора. Надо как-то открыть. Роман предлагает зубами. Я бы посмотрела, как это будет. Я нет. Но он нет. Можно, конечно, посадить Романа на бутылку. Возможно, она откроется сама собой. Я могу сесть. Контент. Сядешь на бутылку? Владимир, какие мысли? Как мы можем открыть эту бутылку? Я не знаю, как открывать бутылку без штопора. Вот, профессионал. Евгений. Ну что, Евгений? Какой грубый. Что, открыл? Красавец. Это ежакич. Надо не красненьким разминаться, как тут некоторые, вот, а играть в доту. Я чилю, мне по кайфу. Если вы меня спросили, кто самый мужественный дотер, вообще человек в киберспорте, это Сережа. Смотри, лимонит. Ты чё Да. лимонишь? А ты чё пришел? Лимонит. Это она про меня хотела смайл сказать. Как Дом 2. Во. Только тут нет сценария. Я в 2 игры в детстве врубился, это Comic Zone и Fantastic Easy, по-моему. Вот мне очень они нравились вообще. Если нечего будет делать, то можно поиграть, покайфовать. Да, вот. Теперь ногу. Все, осталось только морду и ногу. Иду с этой местами, меняй бегом. Пятюню. Покормить тебя, Жукос? Давай. Ща. У нас всегда Семен этим занимался. Да. Чукапин, выйдешь со стрима. Марпл Гейт из хаты. Тебя сожрет ночью, а? Туйна. НС. Два молодых. То есть сияние времен, этого надо играть. То есть это ретро сразу. Это топ-контент. Оближи пальчики, Жень. Не, ну не настолько. Ну не настолько, Маш, ну.
Расскажи про Battle Cup. Да хуй там рассказывать, рачки играют. Андрюха на инвокере. Там ни единого шанса варианта. Battle Cup это четко. Не, ну мы взяли двух парней, блин, из Virtus.pro, они нам все затащили, мы так рано потусовались. Но правда мы и без них иногда выигрывали Battle Cup, но тут совсем просто было. Хотя противники были довольно сильные, ну как бы Лунчик с Рамзи, красавцы, красавцы. Я приехал повеселиться, а меня в доту заставили играть. Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка лимонада Цуефа. Огонь! Сука! Ничего страшного, ничего страшного. Проперлись. Вообще, честно, надо просто было купить им сапоги и пойти вот в такую погоду по грибы, чтобы были все грязные, чумазые, зато грибочков нашли. Я готов прям хоть сейчас идти. Пошли мы, короче, с ребятами в лес. Вот Сереженька подготовился полностью. А ребята не подготовились. Это вот эти вот все вот эти мажоры, вот эти московские, во всех розовых костюмах, в пиздатых кроссовках. Вот как надо в лес ходить. Говорит, пойдем за грибами. Кто готов? Я готов. Что сказать? Вчерашний день запомнился многими вещами. Из интересного приехали к нам Нун и Рамзес. Мы с ними играли в Battle Cup. Battle Cup пробил потолок по количеству зрителей вообще на стримхатах. 41 тысяча, кажется, в пике насмотрела. Ребята были веселые, много смеялись, иногда заваливались, ложились спать, потом открывали глаза и говорили, да нет, все нормально. Я думаю, что просто, такое настроение ночное было. Ну, в общем, нахуярились как собаки. В 6 часов утра небольшой отряд отделился от стримхата и пошел в лес. Поступило предложение все-таки сходить за грибами в 5 утра. Нормально. Сформировали отряд небольшой. Я, если честно, видел эту группу людей, в которой предводителем был Сергей. Этот отряд дошел до леса, походил там 10 минут и понял, что без специального обмундирования, без экипировки там делать, собственно говоря, нечего. Только я был в принадлежностях, все остальные были в кроссовочках, поэтому мы посмотрели на лес, понюхали грибы издалека и пошли обратно. А, кстати, Ярослав, который всех сгношил пойти за грибами, он спал, он даже не попытался. Грибы, блядь! Опять мы не пошли за грибами. Я охуел. Кто-то пошел с утра за грибами, без меня, и сказал, что там непроходимая чаща, тайга, и невозможно грибы собирать. Поэтому первая попытка пойти за грибами провалилась. Но у нас есть еще пару дней, мы, разумеется, не опускаем руки. Я все еще надеюсь, что мы завтра пойдем за грибами. Ну что, у нас третий день начинается, собственно, весь. Сегодня выспался больше всего, прям реально, сколько? Часов 8-6 спал, что-то такое, очень много. Заряд энергии, сейчас батуты привезут. Ох, день просто. Пика-пика. Я взобралась на батут. Главное правило батута на открытом воздухе – не упасть в траву мордой. Пикачу прыгает. А счет 3. 2. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы перенеслись в дворик, где уже поставлен батут, как вы можете слышать, наверное, по звукам и, возможно, даже видеть немножечко. Собираемся сейчас уделить определенное время этому мероприятию. Бам! Это можно считать финтом? Еще разочек. Да, это нормально, это комбинейшн вообще, трипл.
Итак, значит, стримхата Дреда день третий. Наконец-то запустили стрим с батута. Батутный центр Дуэфлип приехал к нам сам. Давай, может, два бабки. Сереженьки. Два. Они прекрасные ребята, отлично прыгают. И Андрюша, как вы знаете уже с нашего канала, тоже прекрасно прыгает, но еще недостаточно великолепно, поэтому его немножко обучают новым фишечкам. Санта только что уже попрыгал, чувствует себя прекрасно. Да? Я чувствую себя превосходно. Да. Вот. Дальше выкидываешь. А я пока напрыгалась, но, вероятно, пойду еще. Я просто пытаюсь остыть пока. И после дождя батут великолепный, мокрый, и все мокрое, короче, у всех. А именно как бы вверх. Не бойся, все, тут все мягко. Мы уже с тобой решили, что ты ничего не сломаешь. Положение, ты понял, вот так. Мы это решили, а вот сил тяготения нет. Сначала подтянул, потом уже лучше. Почти, да, еще раз. Возможно, Ты еще будешь тоже прыгать? вот этот запрос Почему? Андрея, он увеличиваться будет. Не у всего есть причина. Это было потрясающе, amazing. Я никогда не прыгал на батутах, и я даже не думал, что это настолько круто. Дред вообще качественно исполняет прыжки, он, по-моему, раз 30 прыгал, и видно, что это ему реально нравится, он так, сяк, там, ду-ду-ду-ду-ду. Вот. Мы попрыгали. Я чувствую себя прекрасно. Кто-то не очень себя прекрасно чувствует, но все же доволен собой. Жопа отвалится сейчас с ногами вместе. Ты попрыгал 2 минуты. Батут нам оставят еще на 1 день. И все, кто сегодня провафлил стрим ИРЛ с батута, завтра будут наказаны. А еще мы все будем тренироваться на нем. Это прекрасно. Наконец-то мы перестали жрать и перешли к каким-то физическим упражнениям. Ну да, пока сидел бы еще прыгали на батутах, занимались какой-то херней, нормально ребята смотрели футбол, ели чипсы, пили пиво. Сейчас 7 часов вечера, 14 число, мы будем проводить опыты. Я, честно говоря, не знаю, что будет, потому что человечество такого еще не видело. Андрей, для начала мы выпустим змею. Оно действительно живет своей жизнью. Это правда. Да. Скоро с этим можно будет играть в Fortnite. Открываешь порошочек и на язычок, чтобы проверить. Вдруг обман. А почему они похожи на анальные свечи? Что с ними будем делать? Почему они не предупредили? Почему Факер, когда едет в машине, закрывает все окна? Он думает, что воняет снаружи. Ни хрена себе! Вот это вулкан! Это ваша жопа после пары игр в доту! Думаю, что мы просветили несколько школьников, мы показали им, что такое химия и как она может быть полезна. Особенно, конечно, с ментосом. Классная штука, классная. Дред, возьми бутылку в рот после ментеса. Профессор, кажется, вы обосрались. Ну и хуйня! Ничего страшного. После 25 случается... Отпускай, Андрей! Это невероятно. Как же это случилось? Эта лаборатория, конечно, знала и лучшие времена. Та-дам! Боялись, что ебанет. И ебануло. Сказал, что она у них кончится. Я там просто в слезы ржал, сидел. Я думаю, весь интернет слушал. Апофеозом, конечно, было 30 тысяч на стриме. Очень радостно видеть, что люди тянутся к науке. Лаборатория круто. Батут клево. Пить.
Продолжаем выживать на стримхате Дред, а теперь уже именно выживать, потому что кажется, что здесь мы провели уже недели 3. Вот, я не помню, как выглядит Москва, я вижу только зеленую траву постоянно вокруг себя, деревья, батут и одних и тех же людей. Но не совсем одних и тех же, сейчас приехали вот еще новые ребята, мы скоро с ними пообщаемся. Привет, Дмитрий Угаров. Приехал на стримхату, чтобы с ребятами переговорить, потому что в Москве в это время никого не поймать, все на даче. Всем привет, Дмитрий Инмайтфилинов. Ворвался сюда, потому что я не знаю, что я тут делаю. У Эши мой паспорт, поэтому постоянно приходится кататься за ним. Смотрел вчера, так получилось, выступление юных химиков. И чуть не сломал себе лицо по технике безопасности. Без перчаток все сразу тянут в рот. Мы на протяжении всего опытного цикла, скажем так, боялись, что ебанет. Мы играем сейчас турик со стримерами Fortnite. Вот. Ну, мы не побеждаем, но мы боремся. Ну, нет, я на самом деле с Fortnite не горю, это не Dota. Я слишком мало в него играю, чтобы как-то переживать. Вот Андрей Дред, вот он горит с Fortnite. Да, да. Мы решили немного, скажем так, срезать, возможно, скилловых самых игроков, потому что сейчас у нас будет... Ну, я так все равно просто это сам буду. Ну и нахуя я подвязался. Бабочка хочет изменить свой образ. Мы сейчас решили покрасить бабочку, потому что, ну, контент и жизнь стала чуть-чуть скучнее. Вот, крашеный Рамзес уехал. Оп! Лаборатория стиля и красоты. Завиток. Завиток. У меня башка горит, капец, вообще. Описывай свои ощущения, пожалуйста. Мне обесцветили цвет волос, и сейчас красить в пепельный, чтобы потом покрасить в фиолетовый. И буду выглядеть как бабка, блядь, в 60 лет. Не знаю, конечно, что из этого получится. Поживем, увидим. Здравствуйте. Сегодня мы будем учить наших дорогих стримеров играть в гольф. Сложно, но интересно. Когда получается, естественно, этот звук, когда есть контакт, когда вы... Да, отлично, отлично. И, опять же, левая прямая, замах, немного выкрутили клюшку, и пошло. Плечики на месте, удар. Да. Попу сейчас пошатай, почувствуй стойку. Чувствую, так, неважно. Хорошо, стойка. Немного разворачиваем. И ручка прямая. Это прямая, а эту можно сгибать, да? А Тебе эту... показывали. Ну да, можно только вот как-то там... что-то Не типа... по роже тебе, да? Чтобы... Так, кто, кстати, следующий, ребят? Иди, подходи, давай. Митя, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Сейчас я дыхание задержу. Сколько тут? 20 километров от Москвы. Все. Комары, осы, вах, не могу, падаю, фактически шок и так далее. Слабачье. Вообще. Сгибается. Лево не надо сгибаться. Отвел и вниз. Садя, ты в порядке? Давай, продолжай. Красивенько? Я думаю, мама поймет. Пацаны красились, я рядом стоял. Ребята, поздравляю вас со второй стримхата! Выпускайте ансабов! В идеале, конечно, мне кажется, чтобы это так, конечно, проходило, чтобы, соответственно, это был и на все 100 отдых, и на все 100 контент, но к этому надо, мне кажется, стремиться идти. Это был изматывающий, уничтожающий, граничащий со смертельными испытаниями отдых. Да, типа того. Нормально. Ну, нормально.
нормально было. Я просто, на самом деле, люблю, когда все подготовлено. Стримхата дреда, она как сам дред. Ничего не подготовлено, все как пойдет практически. Спасибо ребятам, которые как бы за кадром работают, которые много чего сделали, придумали. Я просто такой человек, я люблю, когда все по полочкам разложено. Чем больше сумбура, тем я как бы недовольнее. Но если это отбросить, то мне кажется, как финальный продукт довольно все мило, прикольно у нас получилось. Поэтому в целом я рад, надеюсь, что зрители тоже. Жоп было откровенно много. У Андрея такого большого очка, мне кажется, не было уже год 4. О! Не, про его очко я, пожалуй, шутить не буду. Оставьте мне. Закончилась стримхата, 4-й день, и я наконец-то познал истину и суть жизни. Теперь я знаю это. Сабы сосать. Хуй. Спасибо большое. Тот самый пидорас, который назвал меня Тирион Ланнистером переростком, я тебя найду. Я постоянно ел. Чатик постоянно просил кормить оператора. Это был вот просто лучший донат. Покормите оператора или бунт. Покормите оператора! Стримхат прошло хорошо. Оператора кормили. Работяги, ваши донаты не прошли мимо. Проект срывает башню, это куча эмоций, куча приятных людей. Это видео не для спонсоров, ты можешь говорить правду. Ну короче, это полный пиздец, но очень приятный. Смотря на монитор, ты думаешь, вот это да, человек, который ездит по заграницам, который выигрывает турниры, который очень медийная личность, и он младше тебя на самом деле, он добился больших успехов. Он про Рамзеса, конечно. Вот, да и про того же Нуна. И тот момент, когда два этих человека входят на стримхату, это момент эйфории, потому что ты понимаешь, что эти люди на самом деле, они такие же, как ты. Это суперский опыт, который я не забуду, наверное, очень долго. За эти 4 дня, я, наверное, выпил алкоголя больше, чем за прошедший месяц. Есть еще один человек, который прилагал усилия к созданию данного ивента. Вот, это моя девушка Наталья Дмитриева. Вот ей хочу сказать спасибо, Наташ, за то, что ты всегда была рядом, за то, что ты всегда верила в меня. Вот, и сейчас благодаря тебе я нахожусь здесь. У всех нормальных людей начинается утро, ему говорят «доброе утро», а мне говорят «Макс, забивай». Вот. И на протяжении 4 дней я вот жил под этим лозунгом. Все. Макс лучший, похлопай. Макс, забивай. Все, угли подошли. Угли подошли, я пойду забивать кальян, извините. Очень ждал Соло, Лешечку. Ждал, думал, что, может быть, все-таки решится приехать к нам, повеселиться и так далее и подобное. Но ленивая жопа осталась в Новороссийске. Спрашивал также Хвоста. Тоже ждал. Я видел в его глазах, когда мы общались, что он хочет приехать. Но, кажется, диагноз тот же. Ленивая срака осталась у себя дома. Вот. Также спрашивал Кекса, Факера, Альберта Джеспота. Также, например, Игорь Нексус Педрила. Но, честно, я вот тот человек, который очень уважает лень, как ни крути. И с одной стороны я называю их ленивыми жопами, но с другой стороны понимаю. На самом деле очень сильно благодарен всем людям, которые работали на проекте, всем людям, больше даже, которые смотрели его, которые благодарили, наслаждались или рейджили, или проявляли любые эмоции. Спасибо вам огромное, потому что, опять же, то, что мы делаем здесь, это одна часть, но вот все это взаимодействие со зрителем, это совершенно другое.
половина стримхаты принадлежит вам, уважаемые зрители, за что вам тоже огромное спасибо. Ну и, дорогие друзья, кроме того, что вы смотрели стримхату, мы от лица стримхаты говорю, что бесконечно благодарны миссис Марпл, которые приехали на проект, которые сняли уникальное видео, вот этот бэкстейдж со всего проекта. Огромное им спасибо за это. И, дорогие друзья, не забывайте подписываться на миссис Марпл. Идите ко мне. Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.